Всех приветствую! Записываем обзор криптовалют, обновление графиков, прогноз курса BTC, биткоин. В прошлый раз мы рисовали треугольник, в котором ожидалось пробитие либо наверх, либо вниз. Сейчас, как мы видим, его пробило вниз. Но это не означает, что мы действительно пробили треугольник, так как он может формироваться еще и дальше. Пока он не пробьет вот здесь основание. То есть, о чем я говорю? Вот эти линии, которые я рисовал ранее, они могут пойти совершенно по другому сценарию. В этом треугольнике мы можем сходить как А, Б, С, Д, Е и наверх. Либо, как говорил я ранее, что это была W, далее волна связка А, Б, С, Д, Е и уже волна Y вниз. Пока мы не будем уверены, что мы пробили пик предыдущей волны, нельзя говорить, что треугольник пробит. Со 100% вероятностью он будет пробит тогда, когда мы пробьем вот этот пик, вот это дно. Будет он пробит наверх, когда мы пробьем вот этот пик, даже вот этот. Пока же он идет и меняет свою форму. Подытоживая, размер треугольника изменился, но прогнозы остаются прежними. Цена может пойти как наверх, так и вниз. Прогноз курса эфириума. Здесь у нас все пошло по плану. От этих уровней мы поднялись наверх, дошли до зоны, до уровня и развернулись вниз. Что сейчас можно ожидать на эфириуме? Так как здесь близко глобальный уровень, мы достигли всех расчетных наших зон, то я здесь просто перестаю торговать. Потому что даже если он пойдет наверх, это будет чистое везение. Здесь я не вижу, что он сильно пойдет наверх. И здесь я планирую дожидаться более понятных и верных сетапов. Прогноз курса XRP Ripple. Расчетная зона по-прежнему актуальна. Дно мы не пробили, так что коррекционное движение в силе. Я по-прежнему ожидаю достижения вот этой зоны отмеченной. Можно прогноз просто переставить вот сюда. Прогноз курса Dash. Здесь, казалось бы, мы пошли по плану вниз, но, как и на биткоине, нельзя с уверенностью сказать, что мы просто не расширяем треугольник, так как дно до сих пор не пробито. Это убираем. Я по-прежнему ожидаю, что либо мы пробиваем дно и наверх, либо мы от ближайших уровней идем наверх. Но по-прежнему видно, что предыдущие хаи все еще могут быть достигнуты. Это мой основной сценарий. Прогноз курса ADA, Cardano. Здесь у нас все по плану. Мы достигли уровня, от которого идем вниз на коррекцию. Здесь без изменений. Прогноз курса рубля. Здесь также дно не пробито. Коррекционное движение по-прежнему продолжается. Здесь мы просто наблюдаем, куда пойдет движение. До тех пор, пока не пробита вот эта линия, вот этот лой. Для меня больше актуальны лонги. Можно переставить прогноз сюда. Просили меня посмотреть, что же там происходит со Stellar. Прогноз курса Stellar XLM. В прошлый раз мы рисовали, что будет снижение и достижение предыдущих хаев. Снижение мы увидели, хаи пока не достигнуты. Поэтому я немного перерисую сценарий. По-прежнему ожидаю достижения предыдущих хаев. Я нарисовал прямо наверх, но это не факт, что все так и выстрелит. Мы можем еще здесь поболтаться. Вот здесь вот давайте я отмечу зону, отмечу линию, по пробитии которой сценарий будет отменен. Пока идем наверх. Также в комментариях просили посмотреть NEO. Прогноз курса NEO. Так, у меня здесь даже что-то нарисовано. Видимо, я его смотрел на месяце. На месяце у нас рост в 4 часах. Так, здесь была третья волна. Нет, здесь уже не третья волна. Скорее всего, волна 3 переместилась вот сюда. Давайте посмотрим на дневках. Да, как видно из объемов, объемы растут, индикатор идет вверх. Это не завершающая пятая волна. И если даже мы пойдем в коррекцию, то нас ожидают более высокие цены. Давайте посмотрим на 4 часах. Локально же на 4 часах видно, что пока движение иссякло. Если смотреть вот на последний импульс, здесь с большей вероятностью мы достигли конца третьей волны. Куда же у нас ожидается коррекция? Коррекция по NEO ожидается вот в эту зону. Также давайте посмотрим, есть ли какие-либо сильные уровни
на месячном таймфрейме, где были развороты. Так, вот уровень. Давайте его отметим. И, в принципе, можно много отметить. Вот здесь был уровень, вот здесь, но это вот этот самый мощный. Давайте глянем в итоге, где он. А он у нас как раз-таки и попал в нашу зону. Поэтому вполне возможно, вот он и здесь отработал. Вполне возможно, что и мы сходим до него в рамках коррекции. Сейчас, либо позже. Давайте нарисую свой сценарий. Ожидаю достижения данной зоны. Также меня попросили в комментариях посмотреть Qtum. Так, на месячном таймфрейме, как обычно, видим, что он начинает оживать, и у него появляются хорошие объемы. Вот здесь в глаза прям бросается линия тренда. На всякий случай ее отметим. 4 часа. Также давайте разберем последний импульс, куда ожидается движение. Так, здесь вполне вероятно третья волна еще не завершена. Посмотрим, сколько это все длится. Да, пожалуй, это так. Третья волна еще не завершена. Где ее ближайшие цели? Ее ближайшие цели — это предыдущий пик. То есть примерно сюда же я и ожидаю третью волну, после которой мы также пойдем в коррекцию. О дальнейших волнах чуть позже можно будет говорить. Так, давайте отмечу прогноз в эту зону. Ну и на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свое мнение в комментариях, оставляйте, какие вы хотели бы посмотреть монеты. Удачной торговли и счастливо!